Привет, друзья! Вы на канале Эхо Питера. Саша Карельский, Ваня Червинский. Hello, my friends! Всем большой салем! И сегодня Супер Блиц. Постараемся за 10 минут порадовать вас интересными новостями из интернета. Начинай, Вань. Is there life on Venus? Astronomers see a signal in its clouds. The detection of a gas in the planet's atmosphere could turn scientists' gaze to a planet long overlooked in the search of extraterrestrial life. Неужели какой-то сигнал мы поймали инопланетного разума? Практически. Дело в том, что на Венере обнаружена жизнь. И сейчас вот уже сразу ученые, получается, всех стран сейчас думают, как бы им с Марса переключиться на Венеру. Ясно, то есть уже как бы все вроде как мосты начали строить в сторону Марса, а тут вдруг сигнал пришел из Венеры. Я тебе могу сказать больше, уже даже Димаша отправили на Марс, и там серьезная работа уже пошла. И тут надо срочно менять курс, я так понял, да? Да, похоже, что все-таки следы жизни обнаружены на Венере. Но на Венеру сложнее намного попасть, чем на Марс. Слушай, Вань, ну на самом деле неудивительно. Вань, тогда у меня такой вопрос. А до Венеры лететь дальше, чем до Марса? Саша, а у меня ответный вопрос. У тебя в школе какие оценки были? Смотря по какому предмету. Ну что, это отличная новость. Пусть жители Венеры присылают нам свои рецепты для нашей традиционной рубрики «Готовим по рецептам наших друзей». А я тебе расскажу, Вань, творческую новость. Инстаграм-аккаунт LeadKissUp, это рабочий инстаграм-аккаунт господина Флавьена, который сейчас вовсю занимается сведением записи оркестра, который был сделан в Париже. И нам удалось как раз вот на этом аккаунте увидеть несколько рабочих фрагментов. И, судя по всему, работа в самом разгаре, все заряжены на успех, поэтому тут остается лишь сделать ставки. В сентябре, в октябре или попозже мы увидим, услышим готовую версию музыкальной композиции. Ты как считаешь? Я считаю, что песня должна выйти со дня на день. Вот это я считаю. Но если вот брать в учет наш конкурс песен, да, то я думаю, что надо, конечно, начинать 1 января. Вот так вот. Тогда, друзья, напишите, готовы ли вы ждать так долго? Хотя нет, стой, подожди, 1 января не пойдет. Надо 31... Нет, стой, тогда вообще не будет же шансов поучаствовать в конкурсе. В общем, дилемма. Так что, друзья, вопрос открыт. В любом случае, с нетерпением ждем уже окончательный вариант мелодии, для того, чтобы Димаш приступил к записи голоса. Придется, наверное, завтра выпустить, да. Have you ever heard about snow golf? You can play it in Switzerland, where the greens are white. Winter golfing might sound odd, but the Alps of southern Switzerland are especially sunny and offer a refuge for golfers from other countries who may not feel like hauling their 9 irons on a plane for a few rounds farther afield. What's more, snow golf offers an active but less risky alternative to skiing. Ну, я так понял, что существуют риски, но есть какая-то альтернатива. Да, снежный гольф стал альтернативой спуску с Альп на лыжах и на сноубордах вот, в Швейцарии. Ух ты, то есть предложили, да, вот как бы новый вид развлечения. Да, теперь люди поднимаются в горы, в Альпы, для того, чтобы сыграть там в гольф. Слушайте, вот как здорово люди умеют развлекаться. У нас в Санкт-Петербурге точно этот вид спорта можно считать неудавшимся, потому что у нас, Вань, все растает. Ну, у нас можно будет, например, организовать великолепные матчи гольфа в лужах. Да. И закаляться. И гольф в осенней опавшей листве. Вот два альтернативных. А зимний гольф какой в Питере? Зимний под проливным дождем. Слякотный. Да. Слякоть. С зонтиком. Вместо клюшки использовать зонтик.
Ну, прикольно, да, то, что придумали такую альтернативу, и теперь вот, например, если ты любишь Альпы и любишь горы, но, например, ты уже не можешь, ну, здоровье не позволяет на лыжах кататься, это же опасно. Мне кажется, для большинства не столько здоровья, сколько бюджет. Я не думаю, что это дешево поиграть в Альпах. Вот, поэтому я и говорю, что тут не столько здоровья, сколько надо запастись. Так, ну мы можем тогда предложить свою альтернативу, да, сыграть в гольф в Карелии. Рядом с аллеей. С аллеей Димаша. Да. Приезжайте. Места хватит. И это, кстати, дешево. Да. Бурсаков что наготовим? И поедем. А у меня вот такая новость. Казахстанская кинокартина «Томирис» стала обладателем гран-при в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале «Эль Этранже Фестиваль», который проходил в Париже со 2 по 13 сентября. Крупнейший франкоязычный платный телеканал Channel Plus, который является одним из партнеров фестиваля, покажет казахстанский фильм в прайм-тайм. Об этом рассказал режиссер киноленты, президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев. Круто, молодцы, да? Очень сильно захотелось посмотреть эту картину, поэтому кто видел, кто в курсе, что из себя представляет картина «Томирис», напишите, смотреть или нет. А мы поздравляем уважаемого режиссера с прокатом его фильма, да, Акана Сатаева с победой и вот с прокатом фильма. Это круто. Моя новость, она, Саша, очень важная для тебя, как для любителя сериалов. The Walking Dead is set to end in 2022. After 11 seasons, The Walking Dead is finally going into grave. Я все прослушал. Ты про зомби любишь же сериалы? Обожаю. Я вот вампиры, зомби — это моя тема. В общем, в 22 году заканчивается культовый сериал «Ходячие мертвецы». Заканчивается? Да. Ой, я слышал, это сколько лет он уже идет? После 11 сезонов. Это же сколько надо времени, чтобы мне все пересмотреть. Стой, я думал, ты смотришь его Нет. постоянно. А что у тебя за звуки тогда в наушниках? Там, это трейлер. Слушай, я вообще не в курсе даже этого сериала, на самом деле. О, друзья, напишите, как Саша многое потерял. Кто смотрит сериал? Просто я вот на самом деле боюсь смотреть сериалы, потому что они так сильно затягивают, что потом очень сложно вот как бы себя заставить прекратить их смотреть. Возможно, поэтому. Ну хорошо, ты рассказал мне про ужастики, а я тебе хочу напомнить про фильм «Джокер». Помнишь ли такой фильм, который вышел в 2019 году? Так вот. С этим... Фениксом. Да. Вот. С Хоакином Фениксом. С Хоакином Фениксом. Так вот, этот фильм собрал уже более $1 миллиарда в прокате. Сам Феникс получил Оскар за роль в этом фильме. Действительно, роль потрясающая. Так вот, студия Warner Bros. Собирается начать работу сразу над 2 сиквелами Джокера. Снять их планируется в 2022 году и в 2024 году. Ранее, причем Хоакин Феникс выступал против продолжения фильма, заявив, что Джокер является отдельной картиной. Теперь же актер изменил свое мнение и рассматривает возможность вновь сыграть этого персонажа. Как ты думаешь, почему? Мне кажется, что так всегда бывает, знаешь, когда у актера выходит какой-то фильм, он сначала первое его мнение, что вот здесь немножко не получилось, здесь тоже не получилось. Нет, все, надо срочно это удалить, я заканчиваю карьеру и все. А потом он видит, что обратная связь поступает позитивная, что люди хорошо оценили его перформанс. И, соответственно, конечно, он теперь изменит свое мнение и поможет вот любителям его таланта увидеть еще, получается, 2 фильма, правильно? Да, все именно так. Так вот, еще... Потом есть еще важный момент, там же в этом фильме не до конца раскрыта история. Поэтому я думаю, что ему хочется закончить начатое. Вот, Вань, я тоже так думал, но оказывается... Он вжился в роль. Но оказывается, сам Хоакин Феникс может получить самый большой гонорар в своей жизни. $50 миллионов за роль в продолжении Джокера. Ну, это много объясняет.
Вот. Но будем надеяться, что здесь все совместится как бы приятно с полезным. И творческий потенциал, и желание в этой работе поучаствовать, и, конечно, прекрасный гонорар. Ну, солидный же. 50 миллионов, это что за деньги? 50 миллионов Ваня, долларов. потом можно зато легко отправляться в Альпы играть в снежный гольф. Да. И ни в чем себе не отказывать. Ну, для этого Хоккейну Фениксу надо посмотреть на выпуск наш Блиц. Ну, молодец, красавчик, желаем ему удачи. И будет интересно, конечно, посмотреть следующие части, потому что я сам очень люблю вот эту киновселенную с Бэтменом. Я тоже. А нашим зрителям мы желаем хорошего настроения и удачи. Смотрите выпуски на канале Эхо Питера и Алга Петербург. До встречи. Всем пока!